Сегодня я вам расскажу, какие домашние задания на летние каникулы обязательно должен сделать японский ребенок. В Японии учебный год начинается с 1 апреля и где-то примерно по 23 марта следующего года. В японской школе только 2 четверти и летние каникулы только 1 месяц. Но при этом в летние каникулы каждый ученик младшей школы встает очень рано. А для чего? Чтобы сделать утреннюю зарядку под радио. Итак, в школе обязательно выдают вот такую карточку. Называется радио Тайсо. Каждый ученик при своем районе, где он живет, обязательно есть парк. В тот парк ребенок идет рано утром. Зарядка начинается в 6:30 и где-то продолжается 10 минут. Там они делают зарядку и получают какую-то там отметку, что они сделали. А в конце уже лета получают какой-нибудь подарочек, если все дни прошел ребенок. Второе домашнее задание обязательное. Это выдается в школе. Вот такая, как видите, тетрадки. С одной стороны идет математика, а с другой стороны идет японский язык. Здесь обязательно родители проверяют все, ставят баллы, а также обязательно пишут, какого месяца, какого числа это пишется домашнее задание, обязательно. И уже в конце лета, когда начинается учебный год опять, закончатся каникулы, несет обязательно эту тетрадку в школу и сдает учителю. Следующее домашнее задание, оно и проходит, делает его ребенок каждый день. Это называется ежедневный дневник. В этом дневнике он каждый день отмечает, что он сделал в этот день, какая была погода, что ему больше всего понравилось. Это заполняется каждый день. Также за летние каникулы ребенок обязательно должен прочитать минимум 5 книжек. 5 книг он в своей школьной библиотеке уже выбирает сам. Перед каникулами выбирает, и уже на летние каникулы это все он должен прочитать. Это минимум и больше. А также должен ребенок сделать любую подделку или что-то своими руками. Может быть, что-то маленькое. Даже можно и нарисовать что-то. Это не важно. Но только чтобы своими руками. Можно и чтобы родители помогали. Мы в этом году сделали вот такой домик. Домик, который мы веточки нашли в парке, собрали веточки, а камушки на море и сделали вот такую подделку. А также самое главное, государство дает в аренду бесплатно iPad ребенку. Он занимается с ним каждый день в школе, и также на летние каникулы он забирает его с собой и делает уроки. Я вам расскажу, как я отправляю своего ребенка каждый день в школу. Итак, одевай портфель. Поворачивайся. Каждый первокласснику выдают в нашей префектуре вот такую, как крышечка. Она из баллоневой ткани, одеваешь ее на портфель. Это чтобы было видно, что
идет первоклассник. Первоклассники, они плохо еще знают светофоры. Ну, как можно сказать, в 6 лет ребенок идет в школу, естественно. Также еще ему выдают вот такую желтую шапку первоклассника. Поэтому нашего первоклассника видно за километр, далеко-далеко. Да, и вот. Также бесплатно, когда идет в школу, ребенку выдают вот такой свисток. Если что-то произошло, если она не может кричать, то она может свистнуть вот этот свисток, что помогите. Вот. Но также еще родители покупают вот такие штуки. Она еще более громче, чем свисток. Это определенный, ну-ка покажем, да? И вот слушайте, вот такой звук происходит. У каждого ребенка есть имя, которое написано, в какой школе он учится, его имя, фамилия, в каком классе. Также у ребенка обязательно есть школьная обувь, которой он ходит внутри школы. Когда у меня первый ребенок ходил в школу, то была обязательная форма обуви две. Одна была обувь для улицы, вторая обувь была для, чтобы в школе ходить, сменка. Но сейчас отменили такое, только внутренняя обувь. Это продается в определенном магазине. Только в определенном магазине можешь взять ее. Ее засовываешь вот в такой мешок. Обязательно подписывается обувь, обязательно все подписывается. Твой мешок, имя, в каком классе ты. Потому что в школе 700 человек. И бывает, что вот эта обувь у всех одинаковая, она у всех бело-синяя. Поэтому, чтобы не перепутать, обязательно имя, фамилию пишешь. Вот такой мешок с обувью. Это где-то раз в месяц она приносит ее, я ее стираю. А также каждую неделю она приносит, в понедельник уносит в школу, в пятницу приносит на стирку мне. Это спортивная форма. Это вот летняя спортивная форма, футболка с коротким рукавом и шортики. Шортики и шапка. Обязательно имя, фамилия, в каком классе учишься, это обязательно. У всех одинаковая форма. Вся школа в одной форме. Вот, засовываешь вот в такой мешок обязательно. Одевай. И одеваем. Давай. Вот так, молодец. Одевается. Так вот она. Также в летний период обязательно есть термос. В термос наливаешь либо чай, либо просто воду. Сок нельзя. И одеваешь вот так вот. И вот таком, вот так вот во всем она идет в школу. Еще маску. Сейчас маска обязательно. Сейчас. Обязательно маска. И вот так вот она идет у меня в школу.